Итак, это обзор умной колонки от LG с Яндекс Алисой на борту. И полное название колонки это LG X-Boom AI ThinQ WK7Y, но по-простому мы ее будем просто называть дальше LG X-Boom. В этом видео я постараюсь максимально подробно рассказать про эту колонку, о всех ее плюсах и минусах, как она играет, как работает микрофон, что с ней в принципе можно делать, в чем ее смысл. И в конце немножко поговорим об ее основном конкуренте Яндекс.Станции, какие у них есть отличия и что стоит выбрать, потому что, как мне кажется, это самый главный вопрос перед ее потенциальными покупателями. Так что же выбрать, Яндекс.Станцию либо LG X-Boom? Давайте начинать. Что касается комплекта, то здесь все максимально просто. В комплекте идет сама колонка, питание и документация. Пару слов по поводу дизайна и начнем с провода. Как далеко можно расположить колонку от розетки? Сам провод длиной 1,4 метра, а адаптер питания достаточно большой, но тем не менее он узкий и не мешает другим устройствам в розетке. Сама колонка имеет цилиндрическую форму, ее диаметр это 13,5 см, а высота 21 см. Материал сверху и снизу это пластик, а вот сетка посередине выполнена уже из металла. Колонка весит практически 2 килограмма, а если быть точнее, то 1,9, и ее практически нереально сдвинуть с места, то есть если вы ее как-то там случайно заденете, она точно не упадет. К тому же снизу есть резиновая прокладка, чтобы она не скользила по поверхности. Что касается подключения к питанию, то это происходит на дне колонки, а сам провод крепко закрепляется в узкой стенке, поэтому он не болтается ни влево, ни вправо, а крепко торчит у задней стороны колонки. Есть только один вот такой вот черный вариант, и если вам интересно, как колонка выглядит вживую, то если у вас iPhone, то можно зайти на официальный сайт LG, включить AR модельку и посмотреть, как она будет выглядеть в вашем интерьере, это очень прикольно. Что касается управления колонкой, ее вообще не нужно никак трогать руками, все происходит через голос. Давайте вызовем голосового помощника. Алиса, как дела? Все даже лучше, чем у сына маминой подруги. Но помимо голосового управления есть еще и сенсорные кнопки, которые располагаются на верхней панели. Что с ними можно делать? Первая кнопка посередине, которая обозначена буквой F, отвечает за смену режимов с Bluetooth на Wi-Fi и обратно. Вообще она похожа на физическую кнопку, но нет, это сенсор, просто ободок вокруг нее это подсветка. Если он горит белым, то значит сейчас включен режим Wi-Fi, а если же при нажатии горит синий цвет, то это значит, что включен режим Bluetooth. Кнопка сверху отвечает за проигрывание и паузу музыки, кнопки слева и справа это очевидно громкость, больше либо меньше, причем они также отображаются у нас на цветовом индикаторе. Если громкость находится на низком уровне, то отображается зеленый цвет. Если посерединке, то где-то желтый, оранжевый, и чем громче, тем ближе к красному цвету. Плюс для того, чтобы не нажимать каждый раз на определенный уровень громкости, можно зажать палец, и громкость будет плавно переходить от максимальной к минимальной, либо наоборот. И последняя кнопка снизу с логотипом Алиса, собственно, отвечает за вызов голосового ассистента Алиса. Плюс на задней стороне колонки располагается кнопка для физического выключения микрофона. А также помимо подсветки у буквы F сверху есть еще подсветка на самой сетке. Сейчас она горит красным, потому что у меня выключен микрофон. Сейчас я его обратно включу, подсветка пропадает. Сейчас я его снова выключу, появляется снова красный цвет. Плюс это также работает и с громкостью, и когда мы вызываем Алису. На самом деле вот эта подсветка на сетке помогает тебе еще и визуально общаться с колонкой, а не только посредством аудио. То есть ты вызываешь Алису, загорается белый цвет. Начинаешь ей что-то говорить, меняется цвет с белого на оранжевый, и потом, когда она тебе уже отвечает, появляется фиолетовый цвет. То есть тебе не нужно догадываться, когда ты ее вызываешь, слушает она тебя, либо не слушает, ты понимаешь, что ага, если цвет меняется на оранжевый, значит она меня слушает, либо он появляется белый цвет, значит она меня вообще в принципе как-то услышала, и в этом плане, конечно же, общение с ней немножко облегчается. По поводу настройки и настроек этой умной колонки, здесь все вообще максимально просто, не нужны никакие сторонние приложения, достаточно лишь одного приложения от Яндекса. Заходим в приложение Яндекс, раздел с устройствами, подключить, находим эту колонку, даем ей доступ к Wi-Fi и все, больше ничего не нужно, она связывается с твоим Яндекс аккаунтом и просто начинает работать. По поводу других настроек, здесь их также не очень много, заходим в раздел устройства, управление устройствами и находим нашу колонку LG. Здесь можно поменять ее название, добавить в определенную комнату, если, например, у нас несколько устройств. Также можно посмотреть информацию о прошивке, которая у нас сейчас установлена. А также можно сбросить на уровне аккаунта, например, когда мы меняем сеть Wi-Fi, чтобы ее перенастроить, либо же полностью удалить ее с аккаунта, например, если мы ее хотим продать и кому-то полностью передать. Но помимо настроек устройства есть еще
и общие настройки на уровне аккаунта. Здесь можно задать фразу для вызова помощника, например, Алиса либо Яндекс, режим поиска без ограничений, либо же семейный, если у нас дома есть дети. Плюс можно задать звук активации, по умолчанию эта настройка выключена, но как по мне она очень полезна. Она тебе помогает понимать, услышала ли тебя колонка, либо нет. Так это выглядит. Алиса. Алиса. Наконец-то переходим к прослушиванию музыки, самой главной функции, которая заключается в этой колонке, и к нюансам, которые здесь присутствуют. Для начала пару слов о режиме Bluetooth. Для того, чтобы в него перейти, нужно нажать на кнопочку F посередине, у нас загорается синий цвет, и значит режим Bluetooth активирован. После этого заходим в настройки телефона, Bluetooth и создаем между ними пару. После этого любой контент, который будет содержать звук на нашем телефоне, будет автоматически воспроизводиться на колонке. Какие здесь есть нюансы? Во-первых, это два уровня звука. Звук на самой колонке и на смартфоне. То есть, если мы выставляем звук максимум на смартфоне, это не значит, что колонка будет играть максимальный звук. Нужно еще максимум выставить и на самой колонке. Это, конечно же, не очень удобно. Но что определенно удобно, особенно по сравнению с другими умными колонками с Алисой, как я читал по отзывам. Если мы переходим в режим Bluetooth, это не значит, что Wi-Fi у нас тоже отключается. Нет, он остается активным, и мы можем продолжать пользоваться Алисой даже с активным Bluetooth соединением. Переходим к воспроизведению музыки по Wi-Fi. Что нам нужно? Первое, это, конечно же, Wi-Fi, а второе, это активная подписка Яндекс Плюс либо Яндекс Музыка. Почему? Потому что музыка берется только из этой библиотеки и ни из какой другой. Если у вас не будет подписки, то и музыка по Wi-Fi работать, к сожалению, не будет. Алиса, включи музыку. Чтобы слушать музыку, вам нужно оформить подписку Яндекс Плюс. Музыка вызывается элементарно. Говорим: Алиса, включи музыку. Включаю. Все, воспроизводится какая-то музыка из моей библиотеки треков, которые мне когда-то понравились, либо близкие к ним. Для того, чтобы вызвать какую-то определенную музыку, нужно сказать ее название. Например, Алиса, включи Scorpions Wind of Change. Включаю Scorpions. Песня Wind of Change. И также можно вызвать какую-то подборку музыки, типа как радиостанцию. Говорим: Алиса, включи музыку 80-х. Включаю музыку 80-х. Таким образом, у нас есть три режима, то есть наша музыка, когда мы просто ее просим включить музыку, второй вариант, когда мы просим ее включить определенного исполнителя, а также третий вариант, если мы хотим послушать какой-то определенный тип музыки, либо музыку из какой-то эпохи, например, 80-е, попса, либо рок. Плюс в режиме Wi-Fi есть еще вариант вызвать музыку через приложение Яндекс.Музыка, но там по какой-то причине, у меня, по крайней мере, это не работает. Нужно нажать 3 точки, нажать поделиться, отправить на устройство Яндекс и там уже выбрать наше устройство, но колонки LG там почему-то нет. По поводу качества звучания и громкости. Максимальная выходная громкость на этой колонке это 30 Вт, и музыка регулируется от 1 до 10. Например, Алиса, громкость 10. Алиса, громкость 4. Таким вот образом, либо же через сенсорную панель. По поводу громкости вообще сложно давать какие-то комментарии, но я бы сказал так, что в однокомнатной квартире где-то до 40 квадратных метров ее будет неплохо слышно со всех углов. То есть где бы ты ни находился, музыка будет громко звучать. Если квартира уже больше, например, двушка 60 квадратных метров, то, конечно же, вблизи будет ее слышно хорошо, но чем дальше ты отходишь, например, в самый дальний угол, ее будет слышно уже где-то так на уровне средней громкости. Но, как мне кажется, для таких небольших вечеринок ее вполне себе будет хватать, либо просто врубить музыку на всю квартиру. Плюс колонка LG X-Boom разрабатывалась в сотрудничестве с компанией Meridian. Для тех, кто не в курсе, это достаточно известная компания, которая занимается аудиосистемами, и их система встроена, например, в автомобиле Land Rover и Jaguar. Так вот, от Meridian здесь досталось две технологии этой колонки. Это Clear Vocal и Enhanced Bass. Эти две функции включены по умолчанию, то есть их нельзя принудительно выключить, либо как-то включить, потому что я читал на отзывах, люди не понимают, а где, собственно, эти функции, так они уже встроены здесь и работают автоматически, ничего не нужно делать. Один
один небольшой нюанс, касающийся воспроизведения музыки. Здесь расположено один большой динамик и сабвуфер. И, кстати, видно, если поставить колонку напротив света, и будет видно, как они там играют, либо сабвуфер долбит басы. Так вот, чтобы звук хорошо распределялся по всей площади комнаты, ее, конечно же, нужно ставить ближе к стенке. Если мы ее расположим где-то посередине комнаты, то звук будет хорошо слышен в одной части, но в другой части его будет плохо слышно, потому что оттуда просто не выходит звук с другой стороны. Вот это нужно, конечно же, учитывать. Что касается качества звука, то я им реально остался очень доволен. Во-первых, на самой максимальной громкости она никак не шумит, то есть звук все равно остается достаточно чистым. Также, что касается баса, я, например, любитель, чтобы бас был не слишком отчетлив, а именно акцент был больше на сам вокал и музыку. Так вот, эта колонка идеально подходит под этот тип музыки. И, например, если вы слушаете какой-нибудь дабстеп, где очень много баса, то колонка, конечно же, вряд ли вам подойдет, потому что бас будет, не слишком выраженный, он не будет так, чтобы у вас прям долбило со всех щелей, там перепонки выпадали. Нет, он будет достаточно мягкий, а вот музыка где-нибудь рок, какая-нибудь попса, либо кантри, это, конечно же, очень хорошо подходит, и музыка играется прям прелестно, мягко, и мне качество реально заходит. Что касается работы микрофонов, их здесь две штуки, располагаются они на верхней панели, и в принципе работу микрофонов можно разделить на два уровня. Первый, когда у тебя музыка играется на минимальной либо средней громкости, тогда тебе колонка слышит практически отовсюду, где бы ты ни находился в комнате, голос не особо нужно повышать, либо как-то там стараться выговаривать Алиса. Но если музыка играется от выше средней ближе к максимальной, то, конечно, голос уже нужно повышать, либо же подходить к ней и прям выговаривать Алиса, чтобы она тебя услышала, иначе не будет никакого эффекта. Алиса. 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 Что касается работы умного голосового помощника Алиса, во-первых, стоит отметить, что она работает так же хорошо и прекрасно, как и на смартфонах. То есть, если вы пользуетесь Алисой на смартфоне, на компьютере, то здесь она работает абсолютно так же. И какие плюсы я бы мог у нее выделить? Во-первых, это понимание контекста разговора. Например, ты задал один вопрос, и можно потом задать несколько дополняющих вопросов и не говорить, о ком именно идет речь. Давайте продемонстрирую. Включаем микрофон. Итак, Алиса. Кто сейчас президент Соединенных Штатов Америки? Дональд Трамп. Сколько ему лет? 73 года. А кто его жена? Мелания Трамп. Это с сайта 24smi.org, если что. Также это управление умным домом. И в чем здесь самый главный плюс у Яндекса по сравнению с конкурентами, например, у Apple, HomeKit, либо Google, так это то, что Яндекс является российской компанией, и они в первую очередь заинтересованы, чтобы в партнерах у них были российские компании, кто уже представлен у нас на рынке, либо кто активно здесь продается. Например, те же самые Xiaomi и другие бренды. И это очень круто, и все работает просто замечательно. Например, у меня есть увлажнитель от компании Xiaomi, на который я уже, кстати, делал обзор. Ссылочка сейчас всплывет в правом верхнем углу. Алиса. Включи увлажнитель. Окей. Алиса, выключи увлажнитель. Окей, выключаю. Что нужно делать, чтобы соединить стороннее устройство с Яндексом? Просто заходишь в устройство, добавить, выбираешь какой-то бренд, соединяешь аккаунт и вводишь там логин, пароль, происходит соединение через API, и все, твои устройства добавляются автоматически в Яндекс. Все, что есть от Apple и Google, это, конечно же, круто, но они не заинтересованы в российском рынке как таковом, им больше интересен рынок США, а все, что работает там, у нас не продается. Поэтому Яндекс это, по сути, единственное решение, которое справляется с задачей управления умного дома в России через одну единую платформу. Кстати, небольшой лайфхак, как понять, работает ли ваша техника, либо которую вы хотите купить, с Алисой, чтобы потом управлять ею через голосовое управление. Что нужно делать? Идете на Яндекс.Маркет, находите вашу технику, и обычно там есть такая пометка, что работает с Алисой. Но иногда ее может не быть, поэтому мы заходим в какую-то категорию техники, сортировка, ищем экосистему, галочку «Умный дом Яндекса», сохраняем, и теперь у нас показываются все гаджеты, которые работают с Алисой, и тем самым можно выбрать какую-то технику, чтобы потом управлять ею через голосом. Вот такой вот небольшой лайфхак. Также, что мне еще понравилось в Алисе, это навыки. Что это такое? Это сторонние дополнения для умного голосового помощника, но от сторонних разработчиков, либо партнеров Яндекса. То есть они не делают все сами, а привлекают сторонних людей для того, чтобы развивать Алису. В принципе, вы можете сами посмотреть, какие навыки сейчас доступны на Алисе. Для этого не обязательно иметь колонку, заходите на определенный сайт и смотрите. Если что, то ссылочку я оставлю в описании. И вот что мне очень сильно понравилось в навыках Алисы, это то, что, кстати, Яндекс сам пушит для своих пользователей. Это навыки для детей, которые позволяют улучшать как-то дико
дикцию, эрудицию, логику. То есть дети могут спокойно взаимодействовать с Алисой не просто как какой-то игрушкой, а как полезным инструментом, который будет помогать им как-то развиваться. Если у вас дома есть дети, и вы хотите, чтобы колонка приносила не просто какой-то фан, но еще и пользу, то Яндекс это лучший вариант, который есть на рынке. Ни Google Ассистент, ни Siri, к сожалению, этим похвастаться на российском рынке не могут. Но также хочется, кстати, и поругать немножко Яндекс. Это не косяк LG, а именно что Яндекс. Там есть определенные сценарии, например, когда я говорю какую-то определенную фразу, выполняются следующие действия. Так вот, можно назначить одно действие для одного устройства. Нельзя сделать так, что, например, я говорю доброе утро, она мне говорит там доброе утро, вот сегодня такая-то погода, курс доллара такой-то, пробки такие-то. Нет, она тебе может говорить, что только такая-то погода и все, больше ничего нельзя делать. И почему Яндекс не могли сделать больше сценариев для одного устройства, мне непонятно. Может быть, кто-то посмотрит из их команды это реализует, но очень странно. Переходим к последнему, это заочное сравнение с Яндекс станцией. У меня, к сожалению, ее никогда не было, поэтому я могу судить только об отзывах других людей. И вот если вы как-то интересуетесь тем, что лучше купить, Яндекс станцию либо LG X-Boom, то я попытался собрать информацию с разных уголков и рассказать вам о ней, чтобы вы приняли решение. Что касается качества звука, здесь есть как бы и плюсы, и минусы. Первое, что говорят, Яндекс все-таки немножко громче, чем LG X-Boom, но LG намного лучше именно в качестве звука. То есть Яндекс там именно вот такие вот какие-то басы, не очень чистый звук, именно вокал. А вот в LG эта проблема решена, и поэтому если вы все-таки хотите купить колонку именно ради звука, то все-таки LG в этом плане будет круче. Но у Яндекса также есть небольшие плюсы. Первое, это микрофоны, там их целых 7 штук. Правда, здесь вот непонятно какого качества эти микрофоны, то есть их может быть хоть 100 штук, но плохого качества и 2 полноценных. Тем не менее, я уже показал, как работают микрофоны, поэтому можете посудить хотя бы об LG. Но у Яндекс станции, очевидно, есть один большой плюс, это подключение к HDMI по телевизору, то есть вы можете вывести типа умный телевизор на ваш телек, если у вас там по какой-то причине его нет, и в этом Яндекс, конечно же, покруче будет. Какой я бы сделал вывод? Если у вас уже есть телевизор с Android TV, либо Apple TV, и вы думаете, что выбрать, то я бы, наверное, выбрал LG X-Boom, потому что звук здесь реально круче. Но если у вас обычный телевизор без какой-то умной системы, то Яндекс, наверное, выглядел бы поприоритетнее, потому что там хотя бы можно ее подключить к телевизору и воспроизводить тот же самый Кинопоиск. Я бы выбирал из этих двух критериев. Как-то так. Надеюсь, что мой обзор помог вам ответить на некоторые вопросы касательно LG X-Boom или же голосового ассистента Алиса от Яндекса, как они работают и в чем их вообще может быть польза, а также что выбрать, Яндекс станцию либо LG X-Boom. В любом случае все полезные ссылки про Алису либо же про LG X-Boom будут в описании, а также будет на Яндекс.Маркет, где вы сможете купить LG X-Boom по лучшим ценам от интернет-магазинов в вашем регионе. Также, кстати, не забывайте пользоваться кэшбэк-сервисом, если что-то покупаете через интернет, ссылочка также будет в описании. Как обычно, огромное спасибо, что досмотрели до конца. Всем удачи, всем пока. Алиса, спой песню. Марш нейронных штурмовиков. Салат на Новый год без мяса. Аксессуары с ждуном. Подарок в виде ананаса. Гадание и расклад о нем. Как сделать спиннер из картонки? Спанч Боб, все серии подряд. Моторчик дроссельной заслонки. Оттенки матовых помад. Как подарить подарок в доте? Зачем нарвалу нужен дрог? Стихи на Новый год для тети. Игрушки доктор Осьминог. В одно окно смотрели двое. Печенье общего исковое.